Вам сюда надо не с ведром идти, корзинка, а с мешком, с такими грибами. Мне попадаются даже вот такие вот большие грузди. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами прогуляемся за грибами, потому что после вчерашнего сбора я сегодня с утреца решил снова рвануть в лес для того, чтобы посмотреть рядом полянки есть или нет с такими же шикарными грибами-груздями. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, и теперь перейдем к сбору грибочков. Так, ну что, друзья, снова мы приехали в этот лес. Как вы помните, здесь какие сильные текли реки. И поразмывала вот таким вот образом дорогу. Но вода еще здесь бежит, как вы видите. Вот это дождь. Неделю назад прошел, и до сих пор реки текут по дорогам. Ну ничего, так, сегодня у нас в планах, как обычно, прогулочка по лесу, посмотреть грибочки, на природу красоту, птичек послушать. Приехал я собирать грузди. Ну, как вы помните, здесь раньше мне попадались лисички. И я думал, что это лисички. Смотрите. А это обманки вот эти, что я вам показывал тогда. Вот так вот можно их перепутать. Ну, ничего страшного. Мы сейчас дальше пройдемся и посмотрим. Может, все-таки и лисички тоже нам попадутся. А грузди, пока я еще до них не дошел, где они были. Ну, природа здесь прохладненько из-за того, что вот такие вот речушки текут сейчас. В лесу сыро и прохладно, так шикарно. Ну что, вот они мои сегодняшние первые грузди, друзья. На этом склоне я уже собирал буквально неделю назад. Кто-то, естественно, тоже здесь уже собирает. Но мне, как всегда, хватит. Кто ищет, тот обязательно найдет. Тем более в лесу собрать все грибы это невозможно. По-любому что-то да и найдется. Вот я это дошел до своей первой поляночки, где и попадаются грузди. Конечно же, очень много маленьких. Вы же помните, после вчерашней прогулки у меня довольно-таки много грибов. И поэтому я сегодня буду собирать такие покрупнее. Сильно маленькие буду оставлять. Вот у нас опять груздины попадаются. Вот такие уже размерчик более-менее хороший. Их когда засолишь, они получаются очень вкусные. Вот это, ребята, грядочка. Вот это то, что мне надо. О, хорош. А? Как вам? Такая удача. Хорошенькие какие. Большие. Не червивые. Красотень. Сейчас таких несколько в ведро сложить. И уже будет полная ведерко. Кстати, лисичек мне еще не попадалось. Но будем надеяться на лучшее. Кстати, может быть, уже даже ихний сезон прошел. А может быть и нет. Это мы узнаем в дальнейшем. Будут они нам попадаться или нет. Ну, зато у нас вот такая молодая красота. Просто по-богатому. Так, друзья, до сих пор попадаются боровички. Ну, естественно, что они червивые. И они нам сейчас не нужны. Если идут грузди, то даже эти боровики можно и не перебирать, и не смотреть, хорошие или нет. Груздь просто хрустит, когда его засолишь. Ну что, друзья, вот они. Прячутся от нас, а? Наши хорошие. Это лисички. Так. Конечно, они какие-то мелковатые. Нас давно не было. Но они особо и не выросли. Но мы сейчас еще пройдемся дальше. Может быть, еще что-нибудь найдем. Они какие-то масенькие еще. Ну, варианта два. Один их собрали, а второй они не выросли. Ну, так, чтобы собрали, я пеньков не вижу. Здесь у нас под кустиком спряталось несколько груздей. Вот таких вот малышей. О, ах ты, срезал целую грядочку.
Здесь еще есть. Так что сегодня я по-любому буду с грибами. Так что попадаются. А вот, кстати, и пенечки, что их кто-то собирал. Так что сюда тоже люди ходят, ищут и находят. А мы пока что с вами собираем грузди. Шикарные. Размерчик просто отличный. Они не сильно крупные, но они очень хорошие. Видите, какие? Их не резать, ничего не надо. Только вымочить и засолить. И будет просто вкуснятина. Попадаются здесь, конечно же, я хожу маленькие грузди. Ну а здесь попался вот такой вот просто монстр на сегодняшний день у нас. Вот такой вот здоровенный груздь. Еще им поменьше есть хорошего размерчика, просто идеальные. Но здесь их не так уж много, как я вчера собирал. Я прогуливаюсь в Пионерском, как обычно. И вот таким вот образом немного собираю. Ну, я думаю, сейчас дойдем до основных полян, и там грибы уже пойдут. Если, конечно же, никто туда раньше меня еще не пришел. Вот мы и нашли еще одну шикарную поляночку, ребята. Чем дальше в лес, тем крупнее грибочки. Кстати, вот в ведре уже есть. Сейчас мы их подбавим. Молоднячок какой хороший. Так, еще здесь помельче. И там под бревном еще и покрупнее есть. Вот они, где прячутся. Какие хорошенькие. Кстати, если кто-то готовит грибы, кроме как засаливать, то пишите в комментариях. Интересно узнать, кто и как еще готовит эти грибочки. Видите, как они все тут спрятались. Ну и выше вот еще пошла грядочка. Все, грибы пошли, ребята. Такая вот красота нас окружает. А вот, друзья, мне попался очень интересный грибок. Он очень похож на рыжик. Видите, по кольцам. И называется он груздь дубовый. Но люди его многие знают как рыжик дубовый. Но это тоже груздь. И он, кстати, тоже очень вкусный. Его тоже нужно вымочить. Но их у нас попадается маловато. Я не находил таких больших полян, чтобы прямо много нарвать. 1-2 штуки попадается. Ну вот я здесь уже обрезал поляночку. И у меня уже вот в ведре сколько есть. Так, и вот, друзья, еще один такой шикарный грибочек, который я не хочу брать. И пусть он растет. Мне надо груздей насобирать сегодня. Обычно эти грибочки сейчас у нас в частых случаях червивые. Поэтому пусть растет. Ребята, такого вы точно не видели. Вы посмотрите, сколько их здесь. Фу-ху-ху, это капец. Ой. Я не знаю, это капец. Если кто берет такие грибы, вам сюда надо не с ведром идти, корзинка, а с мешком, с такими грибами. Это у нас зонтики. Ой, я не знаю, это или краснеющие, или девичьи. Давайте я маленький сейчас срежу, посмотрим. Вот этот. Все, краснеет, походу краснеющий. Видите, начинает краснеть. Ну, как бы он съедобный считается, но, естественно, я зонты не очень беру, полюбляю брать. Но, тем не менее, видите, в нем много мякоти, такой он мясистый. Все, краснеет. Сейчас, я не знаю, сколько здесь их. Я вообще в шоке. Ну, давайте-ка начнем прогулочку по этому ряду с этой стороны. Какие они, а? Красавчики.
Ой. И вот так, вон еще наверху они идут. Ой, они еще туда вверх в гору пошли. Я не знаю, там может и конца края их нету. Ну вот они идут, идут. И вот таким прям правда, что ведьминым кольцом растут. Таким вот кругом. Вот это да. Ох, вот это капец, ребята. Вот это грядка. Кто найдет, тому очень повезет. В Пионерском можно поискать их. Ух, смотрите, они вот тут еще... Ух ты! Смотрите, какой он огромадный! Если вдруг будет дождь, можно взять замес зонта. Ой, какой! Вот по сравнению с рукой. Ух, их здесь. Их здесь немерено, ребятки. Так, друзья, после такой грядки зонтиков, ну, естественно, я их не взял. Я в них не очень уверен. Я нашел опять груздики. И будем мы собирать дальше наши любимые груздики. Ну, сам факт того, что такие грибы уже попадаются по лесу. И вы сами видели, какими большими рядами. Ух, ребятушки, нашел я их. А вот они здесь и растут. Целая поляночка шикарных грибочков. Вот это красота. Так, ведро уже наполняется и наполняется. Конечно, здесь, естественно, кто-то их пособирал. Ну, пособирал не очень так внимательно. И мне попадаются даже вот такие вот большие грузди. И целыми полянами. А может быть, даже до сюда не дошли. И поэтому сейчас я здесь их и наберу целую кучу. Ну, видели, сразу по два здесь. Ой, какие они хорошие, а. Вот это грядка. И я понимаю. Вот, так там, смотрите, сколько их здесь тянется. Ладно, давайте покажу. Потому что здесь их тянется. И тянется очень много. И вот здесь вот так вот по этому склончику сейчас попадается. Сейчас мы их все будем собирать. Ребята, это все на этой же поляне. Уже ведерко почти полное. И вот они еще здесь, смотрите. Так, это еще не все. Так. А вот их. Целая грядка здесь. Сейчас покажу, что это тоже грузди. Очень хорошие грузди. Здесь их немерено. Друзья, у нас сегодня просто разнообразие грибов. Так, вот один, а вот второй. Как я уже говорил, у меня один попался такой, а вот еще сразу парочка. Видите, на нем есть кольца, и это у нас рыжик дубовый. Ну, а вообще это ну, как среди народа такое название ходит. А вообще на самом деле он называется груздь дубовый, который мы с вами и заберем. У нас уже их 3 штучки есть. Ну, естественно, рыжики. Мы сейчас... Ой, рыжики, уже запутался в сегодняшних грибах. Грузди, естественно, мы сейчас с вами все соберем. Так, а вот, друзья, как интересно, боровичок и мухомор растут в паре. Ну, или как это называется? Поганка. Так что бывает и такое встречается. У нас здесь спряталась небольшая грядочка лисичек. О, какие они хорошенькие. Да, я так думаю, что уже, наверное, сезон лисичек проходит, поэтому их очень мало попадается. Ну, посмотрим, может еще на обратном пути что-то попадется. Но, тем не менее, жменька лисичек тоже попалась. Так, ребята, нашел еще одну грядочку. Молоднячка очень хорошего. Ну и хотел уже показать, что у меня уже почти 2 ведра грибов. Так, здесь они дальше у нас тянутся.
И шикарные грибочки у нас в ведре пополняются. Так что вот еще у нас красота какая. А вот видите, рядом пенечки кто-то уже собирал. Ну и мне хватило набрать сегодня грибов. Кстати, что я еще хотел рассказать про эти грибочки, про грузди. То, что если вдруг зачешется глаз, вы его не чешите, потому что руки горькие и будет печь глаз. И это я уже знаю на своем собственном опыте. Уже такое было неоднократно, и все равно каждый год, когда они только начинаются, обязательно тирану глаз, чтобы он пек. Так что имейте в виду и будьте очень осторожны с этим. Так, а вот и собачка. Но сегодня она с нами не ходила. Так, друзья, теперь посмотрим, какой у меня получился результат сбора моих сегодняшних грибочков. У меня получилось 2 полных ведерка. Так что день сегодня просто шикарный. Так, несколько лисичек там жменька. Они у меня в пакете там закопаны. Но сам факт, что это все грузди. Ну, естественно, несколько вот таких вот рыжиков. Так что немножко есть. Ну, а если пройтись дальше, мне некуда их собирать. Если пройтись дальше, то, естественно, там будет еще их больше. Ну что, друзья, вот такой вот удачный сегодняшний день у меня прошел по сбору груздей. Конечно же, я очень доволен, набрал целых 2 ведра. Надеюсь, видео вам понравилось. Так что не забывайте подписываться на мой канал. И, конечно же, друзья, всем мира и добра и полных корзин. Так что, друзья, до новых встреч в новых видео. Всем пока!